Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк. Это Австрия, Каринтия. Сегодня у нас коты. Вот у нас кот Арчи устроился в нишу под зеркалом. Это ниша от камина, а с другой стороны камин, а здесь тоже идет некоторое отопление, когда камин зажжен. А сегодня у нас будет самоуправство лебедей на пирсе. Лебеди устроили настоящее самоуправство. Это у нас кот Вилли и Анфисия. Сидят, смотрят, полный контроль, тотальный контроль, ибо мышей видимо-невидимо. И они приглядывают, чтобы ни одна не спряталась, не скрылась. Время у нас такое сейчас напряженное. На этом канале я стараюсь делать такие релакс-ролики. А для тех, кто хочет вот про Украину, про все такое, у меня есть другой канал, называется «Жизнь в Австрии». На том канале обсуждаются вопросы. Здесь мы стараемся с вами немножко отдохнуть душой и отвлечься. Вот как кот Вилли. Вилли у нас охотится, мышей видимо-невидимо. Как видите, он неплохо выглядит, в хорошей форме. Тем временем весна наступает, входит в свои права, вступает, и на озере начался ледоход. Вот смотрите, вот та часть озера, которая справа, уже полностью очистилась, и мы наблюдаем просто момент, когда ветер, вот есть ветер, и течение воды сносит лед. То есть кромка по кромке льда идет, отламываются куски и уплывают. То есть у нас течение реки идет справа налево. Озеро — это такая широко разлившаяся река. Основное течение, основное русло проходит ближе к нашему берегу, поэтому тут уже вода. И вот смотрите, ветер, течение посильнее, и идет, просто на глазах уменьшается вот эта ледяная подушка на озере. К тому времени, как я озвучиваю вот этот ролик, вода уже полностью кругом. Льда уже нет совсем. Лед простоял довольно долго в этом году. Считайте, 2 полных месяца. Может, даже чуть больше. Это половина озера была замерзшая, другая половина нет. Вот у нас и процедуры на коврике. Этот коврик, я вам говорил, что на нем происходят всякие вещи. Вилли приносит туда мышей, и у нас на глазах начинает их есть. Дело в том, что как раз там вот диван напротив, большая дверь, большое окно, и Вилли доставляет нам удовольствие. А я засек с террасы, что лебеди чем-то занимаются. Зашли на пирс и чем-то занимаются. Поставил камеру, приблизил хорошенько и понял, чем они занимаются. Они самоуправничают. Вот там под этой табуреткой пластмассовой стоит ведерко. А в ведерке их горошки, их сухой корм. То есть они... я приходил, им давал уже с утра. Но они, видимо, решили взять добавки. При этом я не приходил, говорит, а мы сами возьмем добавку. И вот смотрите, папа там достает, и часть рассыпается. Маме разрешается только собирать с пирса. Маме самой в ведро не разрешается. Он следит за тем, чтобы она там не смела самовольничать. А ему можно. Короче, они там устроили, конечно, полное безобразие. Что он там в сухомятку поел, не знаю. Но они там повеселились хорошо. Мы с вами увидим, что стало в итоге на пирсе. Ага. Так вы тут больше намусорите, чем поели. Больше, смотри, что наделали. Ёлки-палки. Это они, я их камерой снимал, как они таскали. Так они еще таскали, там еще... Да, и вот это все повытаскивали, да? Сейчас я тебе смету в воду, да, из воды поешь. Молодец, конечно, да. Я видел, как вы тут самоуправничали. Мне надо из щелей сейчас это все подоставать. А еще вы оставили три прекрасных подарка. Отлично. Молодцы, просто молодцы. Как видите, они устроили полное безобразие. Мне не удалось даже достать все зерна из щелей. Так, оба кота здесь.
А я как раз лебедям собирался кукурузы подсыпать. Так, а Арчик у нас устроился прямо аккурат наблюдать за кормушкой, да. Ну, естественно, с этой кормушки никто ничего и не освемеливается. Ладно, я им сделаю просто на дно насыплю здесь. Вот. Да. Все, видите, они со дна сейчас все пособирают. Потому что я им уже сыпал сюда, вот так, сегодня с утра. Тут собрали вообще все до зернышка. Вот. Поэтому я им... Так, да не бойтесь вы, да не бойтесь. Чтобы у них было на некотором протяжении, да. Ну, они поели уже хорошо. Я им горошков уже много дал. Вот. Так что они уже хорошо перекусили. А вот этой кукурузы им для ассортимента. Им нравится, кстати. Я вот заметил, что они ее просто с большим удовольствием едят. Вот. Поэтому сходил еще принес. Как видите, они стали меньше бояться Анфису. Ну, в общем-то, это хорошо, привыкают к ней. А вот это там особняком. И горошки так не без особого аппетита. И вот... Или поменьше не пускают, да вроде нет. Вот такой справненький. Да, это вот... Похоже, девочка. Немножко помельче, но крепкая. И шея крепкая, голова уже такая достаточно... Ну, видно, что нормальная. А эти тут наяривают. Все. Во, говорит, нам кукуруза нравится. Продолжай. А кукуруза им нравится гораздо больше, чем сухой корм. Ну, стараюсь им давать кукурузы побольше. Уткам тоже банку скормил практически. Ладно, пора мне. Пойду. Сегодня видео выходит про котов. Пойду готовить. Арчик чапает. Анфиса на пирсе осталась. Ну, этого снега сейчас тоже уже практически нет. Почти все стаяло. Это съемки примерно недельные, дней 10 назад. Ну что, Арчибальд, какой план-то? В тумане не очень, да? Не нравится туман. Он не знает, что делать. Говорит, туман. Так, этот ковер я вам... Да, не получилось не показать. Тут у нас вилечка мышь ел. Арчибальд деловой. Думает, пойти домой или нет. Решил, нет, не пойду пока. Арчик говорит, нет, домой не пойду, говорит, тупо. Пойду еще потусуюсь. Ну ладно, иди тусуйся дальше. Мне пора. Зарядку делать пора. Тем временем у нас случилась очередная схватка. Опять был конфликт между голубем и Максимом, между лебедями. Конфликт за территорию. А вот это пилы слышны, такие какие-то инструменты работают. На той стороне вчера пожар был, пожарных машин много, уже темно было. Дом частный горел. И похоже, они сейчас там разбирают, ликвидируют. Я случайно заметил, был на пирсе, смотрю, драка слева. Взял палку, побежал, прибежал на участок там, где белый кот. Постоянные зрители канала знают, о чем я говорю. И там хозяйка участка как раз была на месте, хозяйка белого кота, и мы с ней вместе стали... Ну, сам лазишь, где попало, а потом чухмаришься, сидишь. Конечно. Стали наблюдать за ситуацией, пытаясь их разнять. Кто тебя выпустил в такой ветер? Ветер сейчас поуспокоился. Ну, ветер немножко успокоился, да. Днем был вообще, конечно, кусты трясло. О, машина едет, сейчас Арчик бежать будет. Во, все, побежал. Чинька. Так, давай, проникай. А он так делает, да. Вон, проехала какая-то машина странная. Арченька, все, кончились твои прогулки. Да, все. Вода кругом. Все, горошков поесть, да? Лебедячих. Вот тут можешь ходить по берегу. Мы с ней вместе прошли еще через 3 участка. Там они расцепились наконец-то. Но Максим опять победил.
Потому что у нас вот вода. Потому что у нас вода. Ну, мы хорошо поговорили с соседкой по этому поводу. Немного осталось. У того берега тонкая-тонкая такая полоска осталась еще подо льдом. А странно, вот та сторона, солнце именно там, она более солнечная. Но вот за счет течения, а течение идет вот по нашей стороне. Там как бы солнца больше, а лед остался. А у нас солнца меньше, но за счет течения льда уже и нет. А я ее спросил, приходил ли белый кот. Ну, мы в свое время ставили там скрытую камеру даже на белого кота, который загулял где-то. Она сказала, что нет, он к ней вот туда в палатку не приходил, но его видел другой сосед по нашей улице, бывший мэр нашего села, бывший бургомистр. Вот он видел белого кота, который гулял с еще одним котом. То есть там какая-то шайка ходила, бродила. Поэтому то есть у них явно есть какой-то план, они где-то подъедаются. Ну, она сказала, что может быть она поставит еще, попросит еще раз поставить туда нашу вот эту камеру, понаблюдать, приходит ли он ночью. Вот. А про лебедей, да, потому что я как-то говорил, что они как раз питаются и у нас, и у нее. То есть они вот курсируют между двумя участками, вот это семейство Маша, Максим и 7 птенцов. И они, вот эта территория, оба участка в их зоне интересов. И голубь с голубкой опять приплыли к ней туда. Вот, и она видела, как вот весь этот конфликт начинался, как это все разгоралось. Вот, она говорит, что тоже еще наблюдала один раз уже такое. Вот, ну, явно я этого не видел. То есть там идет постоянный такой конфликт тлеющий между семейством голубя-голубки и семейством Маши и Максима. Но пока вот Максим успешно отстаивает территорию. А сейчас все это обострилось, потому что у лебедей сейчас как раз пора начинать строить гнездо. Я думаю, конфликт идет именно вот в плане нового гнезда. Ну, посмотрим. Посмотрим, к счастью, пока все это без каких-то смертоубийств и все это вовремя удается или пресечь, или они сами, в общем-то, не доводят до до какой-то степени жесткости. Котовские в полном удовольствии, потому что стало гораздо теплее, днем хорошая плюсовая температура, там до плюс 10. С утра немножко может быть минус, но уже быстро, часам к 11 уже плюс, а к обеду уже 10-11 градусов. И коты, очистилось очень много земли от снега, на полях появились мыши, у котов стало просто, дел не в проворот. Опять же, птички. Прилетели птички, много всяких. И, в общем, за котовскими теперь только успевай наблюдать, где они, что они. Анфисия сидит с другой стороны, там кухня, вот она из кухни через окошко выходит, сидит тут, намывается. Значит, я сейчас временно перейду на режим 2 раза в неделю. То есть мои видео будут выходить 2 раза в неделю. До этого я часто делал 3 ролика, но сейчас у меня 3-й ролик едва ли будет получаться. 2 видео в неделю. Одно из них обязательно будет, по большей части посвящено котам. Если понравилось, поставьте лайк и пока-пока.